Сердце Джонатана бешено колотилось в груди. Как это дошло до такого? Он перекинул молоток через плечо и ударил им по стеклу. Белый медведь подошел к нему, чтобы посмотреть, что происходит. Он снова ударил по стеклу, и на этот раз оно начало трескаться. Один из работников зоопарка услышал удары и подбежал к Джонатану. Он вырвал молоток у него из рук и закричал на него: «Вы не можете освободить этого белого медведя!» Но что же такого особенного было в этом белом медведе? Джонатан смотрит на работника зоопарка с недоверием. Но прежде чем мы начнем нашу историю, нажмите кнопку «Мне нравится». Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые истории. Неужели он не видит того же, что и я? Затем он смотрит на Бенни, своего лучшего друга, ожидая подтверждения. «Ты ведь видишь это, правда?» Но Бенни смотрит на него с беспокойством в глазах. Джонатана отвели в комнату в задней части зоопарка. Они собирались позвонить его матери, и ему пришлось объяснить, почему он пытался освободить белого медведя. Но Джонатан не мог поверить, что ему никто не поверил. Его мать бросилась в зоопарк. Она и представить себе не могла, что ее маленький сын способен на такое. Она вбежала в комнату и обняла сына. «Что на тебя нашло, Джонатан?» Он рассказывает обо всем своей матери, и работник зоопарка вытирает слезу. Но по какой причине Джонатану пришлось освободить белого медведя? Джонатан – тихий мальчик. У него не так много друзей, в основном потому, что у него разные интересы. Большинство его одноклассников много смотрят телевизор и играют в видеоигры, но Джонатану нравятся книги о животных и документальные фильмы. Он пытается вписаться в общество, но всегда тщетно. Он ищет утешения в своих мягких игрушках. Кто-то может сказать, что он немного староват для них, но ему все равно. Его любимец – белый медведь Рик. Он получил это животное в подарок от своего отца. Он привез его из самой Антарктиды. Джонатан хочет быть таким же, как его отец, когда вырастет. Его отец часто уезжает на заработки. Джонатан не знает, чем его отец зарабатывает на жизнь, но ему нравятся все истории, которые он ему рассказывает. Он надеется однажды присоединиться к отцу в его путешествиях. Джонатан никогда не выезжал из Европы, но он видел потрясающие картины. Его мать всегда казалась немного подавленной в первые дни отъезда отца, но он подбадривал ее, проводя с ней время. Сегодня вечером у них был вечер кино. Его мать купила попкорн, а Джонатан выбрал фильм. Он хотел посмотреть свой любимый документальный фильм «Полярный экспресс». После фильма ему пришлось сразу лечь спать, потому что это был школьный вечер. Джонатану не нравилось ходить в школу, потому что над ним постоянно издевались. В его классе было 3 группы – популярные мальчики, девочки, Джонатан и его лучший друг Бенни. Бенни также был соседом Джонатана. Бенни и Джонатан дружили с годовалого возраста. Они родились с разницей всего в несколько дней и формально выросли вместе. Их матери тоже были лучшими подругами, поэтому они часто ужинали и играли вместе. В классе они держались вместе и защищали друг друга от травли. Джонатан по-прежнему приносил в школу своего белого медведя, из-за чего многие ребята смеялись над ним. Они говорили ему, что он еще ребенок, и издевались над ним. Когда это только началось, Джонатану было больно от того, что его одноклассники плохо к нему относились. Но вскоре он изменил свое мнение обо всей этой ситуации. Вместо того, чтобы расстраиваться, Джонатан сосредоточился на своей мечте когда-нибудь стать спасателем животных. Не имело значения, что об этом думали другие. Он игнорировал хулиганов в школе и не позволял им разрушить его любовь к животным. Однажды, когда он играл на улице с Бенни, все изменилось. Джонатан и Бенни отлично проводили время, играя на улице, и, конечно же, с Джонатаном был его белый медведь Рик. Внезапно один из хулиганов, проходя мимо, заметил их. Это был Джек. Он начал насмехаться над Джонатаном и бросился к нему, чтобы отобрать белого медведя. Джек убежал, как только Рик оказался у него в руках. Бенни погнался за ним, но Джек был слишком быстр, чтобы догнать его. Джонатан пришел в ужас, когда увидел, как один из его хулиганов исчезает вместе с его любимым белым медведем. Что он мог сделать,
чтобы вернуть Рика. Сток. Джонатан прибежал домой в слезах при мысли о том, что может потерять Рика навсегда. Он не мог понять, почему Джек все время так ужасно с ним обращался. Джонатан никогда не сердился на Джека и не говорил ему гадостей, но это ничего не меняло. К тому же была еще одна деталь, которая усугубляла ситуацию. Поскольку были выходные, Джонатану пришлось ждать понедельника, чтобы встретиться с Джеком и обвинить его в краже Рика. Он так беспокоился о своем медведе, что пришел на занятие так быстро, как только смог. Его больше ничего не волновало, кроме как найти Рика. Что если Джек уничтожил медведя? Джонатан был так увлечен этим. Джек и белый медведь, что совершенно забыл о школьной поездке. Несмотря на то, что Джонатан пришел рано, Джек опоздал, так что у Джонатана не было возможности обвинить Джека в краже его медведя. Ему придется сделать это позже, когда они закончат занятия. Однако в тот день у занятий было немного другое расписание из-за их похода в зоопарк. Все были взволнованы, и даже Джонатану не терпелось пойти, несмотря на то, что Джек все еще держал Рика в заложниках. Джонатан решил, что ему нужна помощь, чтобы вернуть Рика, и знал, к кому обратиться. Джонатан отошел в конец автобуса и поговорил с Бенни о том, что они должны сделать, чтобы вернуть Рика. У Джека было много друзей поблизости, поэтому Джонатан никак не мог прокрасться мимо, чтобы забрать белого медведя. Им придется найти способ поговорить с Джеком наедине. Бенни и Джонатан решили, что лучшее, что они могут сделать, это последовать за Джеком и дождаться возможности поговорить в будущем. Джонатану понравился этот план, так как он не хотел ссориться или устраивать сцены. Он просто хотел иметь своего белого медведя. Но потом все изменилось к худшему. Как только они приехали в зоопарк, Джек достал медведя из сумки и начал издеваться над Джонатаном. Он показал всем, что медведь у него в руках. Джонатан был так зол, что чуть не набросился на Джека, но Бенни остановил его. Они должны были придерживаться плана. Учитель убедился, что все на месте, а затем разрешил им разделиться на группы и посмотреть зоопарк. Все сопровождающие отвлеклись, и Джек с друзьями немедленно отправились в другую сторону, чтобы посмотреть на животных. Бенни и Джонатан поспешили догнать Джека, пока тот не потерял их из виду. Джонатан начал терять надежду. Как бы они ни старались, зоопарк был слишком велик, чтобы найти Джека. В конце концов, Бенни и Джонатан отправились посмотреть другие достопримечательности и насладиться экскурсией. Они знали, что Джек будет возвращаться домой, и тогда они могли бы попытаться вернуть медведя. Бенни и Джонатан прекрасно провели время, увидев львов во время своей первой остановки. Джонатан мечтал работать в Африке и помогать ухаживать за экзотическими животными. Они осмотрели несколько выставок, в том числе дом рептилий. Джонатану было весело, хотя Рик все еще отсутствовал, но он все еще отчаянно скучал по своему белому медведю. В зоопарке была большая игровая площадка, где они могли отдохнуть от наблюдения за животными, поэтому Бенни и Джонатан присоединились к своим одноклассникам. Они провели на игровой площадке около часа, прежде чем отправиться в другую часть зоопарка. Но по пути они так и не смогли найти Джека. Когда они подошли к вольеру с белыми медведями, Джонатан увидел нечто, что повергло его в шок. Он позвал работника зоопарка, но поблизости никого не было. Бенни понятия не имел, почему Джонатан вдруг так себя повел. Джонатан бегает по вольеру в поисках кого-нибудь или чего-нибудь, кто мог бы ему помочь. Он видит молоток и хватает его. Он бьет молотком по стеклу, и Бенни начинает волноваться. Он бежит за работником зоопарка и просит его немедленно приехать. Работник зоопарка вырывает молоток из рук Джонатана. Вы не можете освободить этого белого медведя, но Джонатан указывает на стекло. Наконец, работник зоопарка видит, что происходит.
Джек бросил белого медведя Джонатана в вольер, и детеныш белого медведя схватил его. Работник зоопарка прослезился и сказал Джонатану, что детеныш белого медведя чувствовал себя очень одиноко и не общался с другими медведями, поэтому игра с мягкой игрушкой была особенной. Джонатан успокоился. Его мягкая игрушка успокаивала белого медвежонка так же, как и его самого. В конце концов он согласился отпустить ее, и они продолжили свой день в зоопарке. Спасибо, что посмотрели.